Представьте себе обычную семейную поездку. Дети уже спрашивают: «Мы скоро приедем». Багажник забит чемоданами, а впереди тысячи километров пути. И вот в этот момент большинство владельцев электрокаров начинают нервно поглядывать на карту зарядных станций и прикидывать, где провести ближайшие полчаса с чашкой кофе в руках. Но только не владельцы нового BYD, потому что китайский автогигант продолжает действовать так, будто соревнование уже закончилось, а остальные производители все еще изучают правила игры. Пока европейские и американские бренды проводят бесконечные совещания о том, как убедить людей пересесть на электромобили, BYD просто выходит на сцену и достает из рукава очередной козырь. И сегодня этот козырь называется Denza N8L Flash Charging Edition. И нет, это не тот случай, когда к названию добавили слово Edition, покрасили суппорты в красный цвет, наклеили пару блестящих шильдиков и попросили за это еще несколько тысяч долларов сверху. Здесь все гораздо интереснее. BYD фактически переписал саму философию гибридного автомобиля и сделал ожидание у зарядной станции чем-то вроде кассетного плеера, вещью из прошлого. Новинка вышла на рынок в двух исполнениях. Версия премиум стоит около 47 тысяч, а флагманская комплектация оценивается в 51 400 долларов. Да, шестиместный семейный кроссовер стал дороже примерно на 3000 долларов по сравнению с моделью 2025 года. Но сейчас вы поймете, за что именно просят эти деньги. Пока некоторые производители в Европе гордо рассказывают, что их электрический флагман способен восполнить заряд с 10 до 80% за 28 минут. Инженеры BYD лишь слегка улыбнулись и ответили своей технологией Flash Charging. Результат – зарядка батареи с 10 до 97% занимает всего 9 минут. И самое любопытное – это вообще не чистый электромобиль, а гибридный кроссовер, чей совокупный запас хода уходит далеко за отметку в 1000 километров. Похоже, в компании решили, что семейные путешествия должны состоять из разговоров, музыки и красивых видов за окном, а не из бесконечного ожидания возле зарядной станции. Так что устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы познакомимся с автомобилем, который вполне может стать новым ориентиром для больших семейных кроссоверов. И, возможно, заставит некоторых известных производителей очень внимательно пересмотреть свои планы на ближайшие годы. Главная фишка новой версии Flash Charging Edition, как уже понятно из названия, вообще не про внешний вид или комфорт. Это чистая демонстрация технологий, удар по конкурентам, где ставка сделана на скорость, эффективность и зарядку нового уровня. Здесь 800-вольтовая архитектура и новое поколение фирменных аккумуляторов Blade Battery на 75,2 кВт-часа. Это сразу жирный скачок, плюс примерно 60% к емкости по сравнению с прежними 47. Но за все приходится платить. Масса выросла на 140 килограммов, и теперь кроссовер тянет уже на 3120. Но взамен он уже дает до 430 километров вместо прежних 230 на электротяге по китайскому циклу, а суммарный запас хода с полным бензобаком на 65 литров вырастает до 1550 километров. Но самый интересный момент – это скорость зарядки, которая тут уже играет в другой лиге. На быстрой станции батарея с 10 до 70% набирается за 5 минут. А почти полный заряд до 97% занимает около 9 минут. И даже морозы под минус 30 градусов не превращают это в проблему. Максимум добавляется какие-то 3 минуты ожидания. Теперь к технике. Под кузовом трехмоторная фирменная гибридная платформа i3, 2-литровый турбомотор спереди, плюс электромотор там же и еще 2 сзади. ДВС выдает 202 лошадиных сил и 325 ньютон-метра, а вся система в сумме уже 751 силу и 871 ньютон. И вот парадокс. Как при той же силовой установке и увеличенной массе кроссовер вдруг стал быстрее – 3,7 секунды до сотни против 3,9 у версии 2025 года. Максималка – 220 км в час, а расход официально упал до 6,5 литра. Снаружи обновленный Denza N8L держит фирменный стиль марки, все строго и уверенно. На крыше – лидар, и это часть новой системы помощи водителю. По сути, 5-е поколение экосистемы BYD, которую сами называют «Глаз Бога».
Колеса 20 дюймов уже в базе, а на старших версиях ставят 21-е. И единственное заметное отличие от прошлой версии – новый двухцветный окрас – красный кузов и черная крыша. А теперь по размерам: длина 5200 мм, ширина почти 2 метра, высота 1820 мм, база 3075 мм. Но интересный момент: несмотря на такие габариты, ощущается он не как неповоротливый корабль. Все благодаря полноуправляемому шасси. Задние колеса умеют поворачивать на угол до плюс-минус 10 градусов, а радиус разворота составляет 4,58 метра. Это уровень обычных городских хэтчбеков. Залезаем внутрь Denza N8L, и честно, это уже не просто салон, а скорее премиальный офис. Тут тебе кожа напа, замша на потолке, мягкость буквально везде, куда ни дотронься, и металл в отделке. Все это складывается в ощущение дорогого, продуманного пространства. Производитель даже называет это набором из 26 роскошных улучшений, но по факту это просто максимальная концентрация премиума. Салон строго на 6 человек, 3 ряда по 2 кресла. Количество дисплеев здесь граничит с абсурдом, их 6. Кроме стандартной панели приборов и огромного центрального монитора на 17,3 дюйма, собственный экран получил передний пассажир и пассажиры второго ряда. Добавьте сюда 50-дюймовый проекционный дисплей и цифровое зеркало заднего вида. По комфорту тоже без компромиссов. Передние кресла и второй ряд с подогревом, вентиляцией и массажем. У переднего пассажира вообще кресло с режимом нулевой гравитации. Третий ряд тоже с подогревом, без дискриминации. И это еще не все. Аудиосистема DeviaLED с 20 динамиками, холодильник на 11 литров, раскладные столики, многослойная шумоизоляция и аж 49 ниш для мелочей. А багажник до 1128 литров, если сложить третий ряд. И вот давайте честно, смотришь на это все, и не покидает ощущение, что BYD играет в собственную партию. Не догоняет рынок, не копирует решения, а просто задает ритм. И делает это так уверенно, будто остальные еще где-то позади, в зеркале заднего вида, пытаются понять, где у них вообще находится кнопка «Старт». И да, это гибрид, но с емкостью батареи, которая вплотную подбирается к топовым электромобилям в Европе. И в итоге перед нами шестиместный семейный кроссовер, который спокойно проходит более 1000 километров без той самой знакомой тревоги. Где ближайшая розетка? И, пожалуй, в этом и заключается главный смысл. Ты больше не подстраиваешь свою жизнь под автомобиль. Это автомобиль, наконец, подстраивается под тебя. Но самое интересное тут не в цифрах и не в технических характеристиках. Все решает ощущение. Потому что такие машины ломают привычный сценарий семейной поездки. Там, где раньше был постоянный компромисс между дальностью, временем и комфортом, теперь появляется спокойствие. То самое, почти забытое автомобильное спокойствие, когда дети все так же спрашивают: «Мы скоро», а ты уже не ищешь глазами зарядку и не считаешь проценты батареи. Ты просто едешь. И вот здесь возникает главный вопрос. Не про мощность, не про батарею и даже не про цену, а про привычки. Потому что такие машины тихо, но уверенно переписывают правила. И если это действительно новый ориентир для больших гибридных кроссоверов, то дальше будет только интереснее. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео. Будет интересно и по-настоящему полезно.